Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я выкроила прямоугольник ткани, его размера 36 на 15,5 сантиметров. Я отступила 8 сантиметров от правого края, 8 сантиметров, и вот так вот провожу прямую. Я рисую маркером, который при нагревании исчезает. И от первой линии отступаю 10 сантиметров, и я себе определила участок, на котором буду вышивать. Я взяла еще небольшой лоскуток, просто совершенно ненужный, и пришью его, чтобы мне вот мою эту заготовку в пяльце удобнее было вставить. Просто пришиваю, накладываю там на сантиметр, может чуть меньше сантиметра, и вот обычными просто нитками пришиваю один лоскуток к другому. Можно обычными нитками, совершенно швейными, попробовать. Но я хотела, чтобы немножко более рельефный у меня был рисунок, поэтому решила вышивать своими любимыми коко нитки называются. Я делаю обычный вот стебельчатый шов декоративный. В принципе, я его 100 раз уже показывала, но для тех, кто только присоединился, покажу 101 раз. Кстати, для присоединившихся не забудьте подписаться на мой канал и не забудьте написать комментарий, поставить лайк. Это все мне нужно, все пригодится в хозяйстве. А если вы смотрите в YouTube, то нажмите, пожалуйста, колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. Дальше продолжаю вышивать уже тамбурными стежками. Я их буду много делать, поэтому все, конечно, не буду показывать. Но вот в результате получаются такие веточки симпатичные. Дальше я вышиваю вот такой, как листочек. Очень легко, как елочка, листочек. Вот очень легко вышивается. Просто то в одну, то в другую сторону иголку проводите. Снизу втыкаете. И то слева, то справа. И постепенно опускаетесь. Получается такая вот елочка, листочек. Мне очень нравится, делается легко, выглядит эффектно. Следующий декоративный шов называется плюмаж. Тоже он бывает двухсторонний, но я в этот раз делаю с одной только стороны. Вот такие вот. Тоже как веточки. Тоже очень интересно смотрится и тоже простой совершенно. Девчонки, вообще, кто вот еще не начинал, надо пробовать. Вот так вот кажется, ой, непонятно, не-то. Вот прям за мной повторяйте, и все у вас получится, все будет хорошо. В результате получилась вот такая заготовка, и я буду продолжать с ней работать. Отпарываю свою наметку и отглаживаю. Дальше я вырезала кусочек такой же ткани и флизелин. Размеры я здесь написала 7,5 на 9,5 сантиметров. Я их складываю так, чтобы клейкая сторона флизелина была снаружи. Скалываю булавочками и прострочу вот так вот, оставляя отверстие для выворачивания. Прострочила, срезаю уголочки и выворачиваю аккуратненько, потому что вот этот флизелин, он может порваться, поэтому я прям вот очень осторожно. В уголочках я использую вот, что-нибудь остренькое, но чтобы не прорвать, я использую вот кисточку, которой я машинку чищу в челночном механизме. Всякую пыль вытаскиваю. Отверстие зашиваю вручную потайным стежочком. И когда я отглаживаю, во-первых, у меня цифры мои исчезли, а во-вторых, у меня флизелин прилип к основной ткани, и получилось, как бы единое полотно. Я беру теперь свои вот эти нитки, которыми вышивала, узелок оставляю здесь вот где-нибудь подальше, в глубине, и обметочными стежками обрабатываю край своей детали. Прям я вот не глубокие делаю, небольшие стежки, просто чтобы у меня этот краешек был как-то выделен каким-то определенным цветом. Когда заканчиваю эту сторону, я также в глубине своей детали вот делаю узелочек. Я сделала 2 таких детали, но прежде чем я буду с ними продолжать работать, я возьму опять свою бабочку. Это у меня лен, поэтому, так как нестабильная ткань, то я решила ее вот
продублировать флизелином, чтобы она у меня была поплотнее. И после того, как я ее немножечко укрепила, теперь буду сюда пришивать свои детали. Это будут кармашки. Но я попробую на машинке. Если не пробьет, то попробую вручную. Сначала один прострочу, потом сверху него положу второй и его прострочу. Вот так вот пришила на машинке. Машинка справилась. Немножко покозлила, конечно. Не без этого. Теперь я беру точно такой же кусочек ткани, продублированный флизелином. Я имею в виду такой же по размеру. И складываю их лицом к лицу. И точно так же прошиваю по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Конечно, предварительно скалываю все булавочками. Прострочила и теперь выворачиваю. Конечно, предварительно обрезав уголочки. Очень хорошенько отглаживаю, чтобы все у меня было ровненько и красивенько. Все швы вот эти вот расправляю. Вот здесь вот отверстие сейчас зашью. Я потайной стежок показывала в прошлом своем видео. Но здесь покажу по-быстрому тоже. Я провожу, во-первых, в складке ткани нитку с иголкой. И каждое следующее отверстие делаю напротив предыдущего. Только на противоположной стороне. Вот теперь напротив этого здесь делаю. И так вот продолжаю, пока не зашью. Все зашила. Теперь опять беру свои нитки Коко. И так же, как здесь, я обметочным швом полностью по всему периметру прошью. Ну и пока я занимаюсь делом, напомню вам, чтобы вы не забыли подписаться, если вы еще до сих пор не подписаны на мой канал. Не забудьте поставить лайк, пишите комментарии, я всегда с удовольствием на них отвечаю и всегда им очень рада. После того, как вы все прошили, обметали красиво, надо прогладить, чтобы снять напряжение со швов. И теперь смотрите, что я делаю. Я вот так вот заворачиваю. У меня расстояние вот этого заворота 7 сантиметров должно быть. И вот так вот прищепочками фиксирую. То же самое с противоположной стороны. Вот. И делаю то же самое также с другой стороны. И опять беру иголку с ниткой и потайным шовчиком сшиваю места, где прищепочки. Ну и я еще вот таким же стежком отделочным вот эти краешки отделала. Ну и кто мне скажет, на что это похоже. Если вещь выглядит как обложка под паспорт, ее можно использовать как обложку под паспорт, значит это обложка под паспорт. Это прекрасный подарок и себе, и коллегам, и подругам, и мужу, и детям, кому угодно, всегда пригодится. Все нужные вещи, как всегда у нас в паспорте, карточки, все есть место для всего и очень необычная обложка. Мне она нравится, я буду ее носить. И это каждому нужно, каждому взрослому человеку, а у кого дети получают паспорта и детям, таких ни у кого не будет, а будет только у вас. Классная обложка, в которую вы вложите паспорт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал, если вы еще не подписаны. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.